В чате есть вопросы по поводу языка. Сегодняшнее мероприятие у нас будет состоять из двух частей. В рамках первой части будет выступление профессора Ника Гульдемонда. Я еще скажу про него несколько слов. Он будет говорить на английском, но мы будем переводить его в режиме последовательного перевода на русский язык. Вторая часть мероприятия будет на русском, и мы поговорим немного про искусственный интеллект и обработку естественного языка в медицине в качестве анонса к будущему треку по данной теме, который состоится в рамках мероприятия «Архипелаг-2035». В целом, сегодняшнее мероприятие является таким вводным мероприятием для курса «Архипелаг-2035», про который многие из вас знают или могут дополнительно почитать и зарегистрироваться, где уже будут такие прикладные занятия, мастер-классы и лаборатории в режиме хакатонов. А сегодня такая скорее вводная, обзорная лекция. Да, запись будет сохранена. Я прошу коллег из HealthNet и организаторов 2035 архипелага, если вы здесь присутствуете, вы не могли бы прокомментировать в чате, где будет доступна запись. И в любом случае, я думаю, что можно будет следить за объявлением на Leader ID на той же площадке. Там будет запись размещена, я надеюсь. So, now let me please introduce Nick. Nick is quite famous not only in Russia, but also in other countries. In Russia, he is known as a professor of Sechenov University, but not only, also he's consulting various stakeholders, but not only in Russia. So Nick, I guess quite impossible to enumerate all the countries where you help implement digital healthcare. I know about Brazil, Curacao, various European countries, China. What else? Добрый день, дорогие коллеги. Спасибо, Irina. I'm going to continue in English. Fortunately, my Russian is a bit rusty, but I can understand a little bit. So, currently working from Curacao. My daily job is transformation of healthcare systems. So from a policy perspective, but also the implementation in daily reality for people, healthcare organizations, and communities, and also part of the role of technology in that. Okay, sorry, Ник, I will interrupt you from time to time just to translate to everybody. Ник всех приветствует, он будет говорить на английском, но мы будем его переводить, и в данный момент он находится в Кюрасао, поскольку он также консультирует сейчас в данной стране, но и в целом его роль – это помогать внедрять цифровые технологии и трансформировать систему здравоохранения и с точки зрения лучшей стратегии политики в данной области, и с точки зрения непосредственного внедрения технологий и взаимодействия различных стейкхолдеров и участников системы. Он также является профессором университета Эразмус в Роттердаме, ведущим исследователем в университете Лейдена в медицинском центре, вот вы сейчас видите на его слайдах, и сейчас он поделится своим опытом по поводу принципов использования данных и искусственного интеллекта в здравоохранении, потому что он очень хорошо знает, как это происходит на самом деле, не в теории, не с точки зрения мечтателей, предпринимателей, которые всегда хотят большего, чем это иногда возможно, а с точки зрения реальной жизни и внедрения в реальные системы самых разных стран. So, Nick, please proceed. And just don't forget to stop after several minutes, just so that I could translate you. Thanks a lot. Yeah. Okay. So, yeah, as I do different things for organizations. And maybe here on the lower left side, I was involved in the government sort of vision for the healthcare in 2017, which was a great honor with Prime Minister Medvedev at the time, and the whole government in Skolkova. So I'm doing different things. I hope to provide you some insights from all these perspectives.
Go on, Irina. Здесь Ник рассказал о своем опыте. В частности, он сказал, что для него было большой честью консультировать правительство и различные органы и различных игроков рынка в Российской Федерации. Он в том числе сотрудничает с Сколково, с Министерством экономического развития, с Министерством здравоохранения и другими важными участниками российской системы здравоохранения. So the roadmap for today. So my talk is not specifically about coding and algorithms, but more about the context, because the context of healthcare is very complex and often has have a lot of paradoxes in how it works compared to other sectors. Сегодня он расскажет не столько про алгоритмы и программы, сколько про более широкий контекст, потому что особенно в системе здравоохранения этот контекст бывает очень сложным, задающим всевозможные сложные правила, которые нам, конечно, необходимо учитывать, когда мы говорим о внедрении цифровых систем. So, it's more about giving you insight in the sort of strategy related to artificial intelligence and the implication in healthcare, and that it's much broader than just implementing a solution. И внедрение технологий искусственного интеллекта в здравоохранении, конечно же, является чем-то гораздо более комплексным и широким, чем просто внедрение технологий как таковой. So, as you also now experience in Russia and many countries across the globe, so the health systems becoming increasingly unstable. И сейчас и в России, и в других странах, конечно же, системы здравоохранения часто становятся крайне нестабильными. And this was already for more than 10 years was the case, because due to aging and the related increase of chronic conditions, the healthcare systems becoming more under pressure. И такая ситуация развивается уже как минимум последние 10 лет, и это связано в частности со старением населения и с тем, что все большее количество людей страдают как следствие от хронических заболеваний, и это создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения. And this was already became clear with flu outbreaks in the last years, also before COVID, that some systems became infunctional and show a sort of imbalance, instability in providing services. И уже некоторое время назад, еще даже до эпидемии COVID, было несколько других эпидемий и других ситуаций, в которых это стало понятно, в которых выявилась вот такая нестабильность и ненадежность некоторых элементов различных систем здравоохранения. So this will not disappear after COVID. So this will only increase because the demand on care will increase with the aging population, less resources, less finances, less workforce, and therefore this instability of healthcare system is a threat for economies and societies. И, конечно, эта ситуация будет только усугубляться после ковида, в том числе, опять же, по тем причинам, которые указывались выше: старение населения, нехватка ресурсов, нехватка финансирования. И таким образом это может привести к такому уровню нестабильности, что возникнет угроза в целом для экономических систем и общества. So here you see an example of newspaper items. For example, in the UK, where you see already in the last years that hospitals were overflowing with patients. Patients couldn't go to home because there was no social care. Ambulances had to wait outside, just to show the example of instability. И здесь вы видите заголовки некоторых газет, в частности, например, из Великобритании, ситуация, когда еще в прошлом году госпитали были переполнены, и также приходилось ждать в очередях скорой помощи, и были другие недостатки, связанные вот с такой перегруженностью и нестабильностью систем. Yes, so the lesson is the politicians and responsible people already know that this was a problem over the last years, but didn't really do things to improve this.
Конечно же, ответственные лица и многие представители политических систем уже знали про такую ситуацию еще в прошлом году, но пока не были предприняты должные меры. And to show you another example of this unsustainability and instability is the financial aspects. And here you see the gross domestic, the income of a country, the income of a family, and the healthcare expenditure normalized, so you can compare them. And that for each of these countries, the healthcare expenses are growing faster than the income of countries or families. Другим свидетельством такой нестабильности и отсутствия устойчивости являются вопросы, связанные с финансированием. Например, на данных графиках вы видите сведения о доходе страны в целом, о подушевом доходе на население и также затраты на систему здравоохранения. И вы видите, что последние растут быстрее, чем предыдущие два, при том, что они уже нормализованы по количеству жителей, так что это сравнимые между собой показатели. И это такой тревожный знак. So we have to do something. We have to find a solution, and it is thought that digital solution might provide an answer to at least a part of a problem. So you can see here the uptake of digital solutions in different sectors, in education, in remote working, etc. И, конечно же, необходимо найти какое-то решение, и есть надежда, что цифровое здравоохранение, цифровые решения могут стать хотя бы частичным решением данных проблем. И вот здесь вы видите, как были внедрены цифровые решения в различных сферах, таких как образование, удаленная работа и так далее. So this shows also an opportunity to maybe make healthcare more digitalized, and you see this in other sectors, but it might work for healthcare as well. Конечно же, приходит мысль, что если внедрение цифровых решений помогло в других секторах, то, возможно, в здравоохранении это тоже поможет. So if you look to digital applications in healthcare, you could categorize them as solutions for individual patients, consumers, users, providing information, education, diagnosis, intervention, monitoring. Если мы рассмотрим приложения в системе здравоохранения, то мы можем классифицировать их на несколько типов, и в частности, одним из таких типов являются решения для конечных пользователей, для пациентов, для потребителей, которые ориентированы на информационную поддержку, образование, диагностику и так далее. And the same applies to professionals. They also have this type of solutions in the hospital or primary care. И аналогичным образом есть решения для профессионалов, поддержка принятия решений профессиональных работников в системе здравоохранения в госпитальном сегменте или в первичном звене здравоохранения. But the collaboration had a sort of connection between professionals among each other, but also in connection with the patient is difficult. But it should be possible. The idea that it improves collaboration between patients and professionals. При этом, конечно, необходимо обеспечить коллаборацию и взаимодействие между тем сегментом, что связан с пациентами, и тем сегментом, который связан с профессиональной поддержкой. Однако это очень сложно, но необходимо. И представляется, что цифровые решения, в свою очередь, могут улучшить такую коллаборацию. And the same applies also to have more the social aspects of taking care. That solutions to support social care, community care. There are solutions available, but not yet very distributed or available. И тогда аналогичным образом следует говорить об обществе в целом, и некоторые приложения, которые позволяют сделать в целом социальные решения более доступными и сделать общество в целом более осведомленным и более
вовлеченным, уже существуют, но пока еще не широко внедрены. Healthcare is very much a logistical process where different organizations, hospitals, primary care, social care, different people should work together in a sort of process. So planning and coordination is an important thing for improvement of care. Дело в том, что в системе здравоохранения очень важной является логистика, которая влияет также на взаимосвязи разных звеньев системы здравоохранения, первичного, госпитального и так далее. И здесь, конечно же, необходимо планирование и координация, без которых невозможно оказание качественных услуг в системе здравоохранения. And as what you now can see with the COVID crisis, it's important to collect all this information in order to make the strategy for battling COVID more effective. И особенно, как мы видим на данный момент, в условиях ковида необходимо собирать в едином ключе всю информацию для того, чтобы разрабатывать единую стратегию и делать все управление более эффективным. So what we see in this area is that there are really nice evidence-based effective solutions in different disease areas. И мы видим, что уже есть некоторые очень интересные, эффективные решения, основанные на реальной клинической практике, real-world evidence, в различных нозологиях, в различных терапевтических областях. And although it can improve interaction between professionals and patients among each other professionals, these are often standalone solutions. And that is not the same as an effective healthcare collaboration between people. And so it's still very fragmented. И несмотря на то, что многие из этих решений действительно очень полезны, и они, в частности, делают более эффективным взаимодействие между пациентами и профессионалами в системе здравоохранения, они по-прежнему довольно фрагментированы. Обычно это единичные решения, то, что называется standalone, и это не равно трансформации системы в целом в едином ключе. So also the connection between the digital and the physical world is not always, is often not effective and successful. Также не всегда эффективно реализована связь между цифровым миром и физическим миром, то есть некоторыми реальными действиями, которые затем принимаются независимо от цифровых решений. So this the sort of current status, and still we see a lot of promises of technology and innovation to do something about the challenges we have in healthcare. Вот такая текущая ситуация, не всегда радужная, но тем не менее у нас есть много надежд на то, что цифровые решения помогут справиться с вызовами, которые в данный момент стоят перед системами здравоохранения. So you see all kind of statements about how technology might improve quality of services, reduce cost, and also make profit for companies. So it's a hot topic, also in healthcare, but there's also many interests involved from industry, from academia, from investors. Здесь вы видите разные интересные такие оптимистические утверждения о том, что искусственный интеллект и цифровые решения могут принести в системе здравоохранения. И, конечно, мы здесь также можем констатировать, что вовлечены интересы большого количества игроков, бизнеса, академии, инвесторов и так далее. В частности, здесь вот написано, что на 30-40% может быть улучшены исходы терапии для пациентов, на 50% снижены расходы, что, например, в одном только США к 2026 году внедрение таких решений принесет экономию в $150 миллиардов, и также, что выручка соответствующего рынка составит $6,6 миллиардов к 2021 году. Это все прогнозы различных агентств, например, Frost & Sullivan и Accenture. Yes, so
It shows the promises, but I can show you some different effects of technology in healthcare. As said, so if you look to the current artificial intelligence applications which are approved by the FDA, there are only 29 of these solutions, and as previously said, they are mostly standalone, and they not are part of this more integrated, holistic approach to connect different data towards better services. И, как вы знаете, сейчас очень много решений в системе цифрового здравоохранения, но если мы посмотрим на те решения, которые были утверждены агентством FDA, то это всего лишь 29 решений, основанных на искусственном интеллекте или приложениях машинного обучения, и они, как уже было сказано выше, по-прежнему являются фрагментированными. То есть нельзя сказать, что они внедрены в некоторую единую систему, которая принципиально и в некотором таком едином ключе, то, что называется holistic approach, меняла бы систему в целом. So a lot of the solutions are focused on improvement of diagnostics. И многие решения прежде всего сфокусированы на улучшении диагностики. So what we know from biostatistics and in the area where we have the most data available, which is in genomics, proteomics, there are still some doubts on the sort of effect, success of data mining and developing solutions. So there were some papers published about that there are some doubts about the models we have based on all this genomics information and the sort of clinical practice. И если мы посмотрим на данные биостатистики и на текущую ситуацию в целом, то мы увидим, что даже в такой области, где сейчас идут наиболее активные разработки и полученные очень интересные результаты, а именно анализ геномных данных, протеомики и других омиксных данных, то мы заметим, что в последнее время появляются некоторые сомнения в том, что модели, которые являются основой процессов дата-майнинга, действительно полностью эффективны и могут быть внедрены в клиническую практику. And you have to understand this is the area where there's so much money is invested in biobanks and in data analysis, and still there's this uncertainty about the models we have and how it works eventually in the patient. So there's also some doubts in this area whether this can be the ultimate solution. Мы при этом должны отметить, что ведь это та область, в которой инвестируется сейчас очень большое количество средств, в частности в развитие биобанков и анализ данных как таковой, но тем не менее даже здесь существует определенная неуверенность по поводу того, как это может быть внедрено на реальных пациентах в реальной клинической практике. And also in other areas and in prediction and diagnosis, there is some serious concern about the underlying reliability and validity of models. And in general, in genome sequencing and data analysis, often the models do not exceed and explain variance of 30%, so that is not really useful in medicine. И даже в других областях аналогичным образом, например, в области предсказательной аналитики, в области диагностики, есть некоторые сомнения по поводу валидности и устойчивости используемых подходов, вплоть до того, что в некоторых ситуациях оценки качества работы систем составляют только до 30% и объяснимости тех решений, которые здесь принимаются искусственным интеллектом. И это, конечно, недостаточно для того, чтобы внедрять это в клиническую практику. Yeah, so when the models are relatively simple and you have single gene determined diseases such as Huntington or Duchenne disease, it can work well, but when it becomes more complex, you have different genes involved,
had also the models, they become more uncertain. So this is also something to take in account. Следует отметить, что когда мы говорим про более простые модели, например, когда мы анализируем единичные гены и говорим про заболевания, для которых это релевантно, например, такие как болезнь Дюшена, здесь решения более стабильные и более устойчивые, но если мы говорим уже про более сложные кейсы, в частности, когда вовлечены различные гены в случае геномного анализа, то здесь становится все уже не так просто. So, the practical effects of these emerging technologies in sort of diagnosing and screening people is that it drags people into the healthcare system. So if you screen people suspected of a disease or a healthy population, the sort of testing and diagnosing will drag people into the system of healthcare. При этом одним из эффектов, которые здесь возникают в случае, когда мы, например, скринируем людей с применением таких новых возникающих эмерджентных технологий, это то, что люди в большей степени вовлекаются в систему здравоохранения, в том числе и здоровые люди, и те, у которых есть подозрения на заболевания, и в этом смысле это тоже приводит к различным интересным эффектам. So the testing and diagnosing is not without risk or implication. So it medicalizes people problems. It can have psychological harm. Also, these sort of screening methods, they only generate more tests and examination, and more people receive a treatment which they don't need and also have side effects, and you have physical harm. И при этом такое вовлечение, массовое вовлечение людей в тестирование и диагностику – это неоднозначная ситуация, поскольку это приводит к такой медикализации и возможному даже психологическому вреду для людей. И более того, каждое потенциальное исследование порождает следующее исследование и тестирование, еще большее количество лабораторных тестов. И иногда также приводит к избыточному, ненужному для человека лечению, которое, в свою очередь, не безобидно, в том числе и потому, что может иметь, например, побочные эффекты и приносить реально физический вред. So the consequences, you need more resources, which could have been avoided. Because you need resources, you are ousting other options. Other options are not possible because you don't have the money or the people left to treat those who really need it, or which you can spend maybe more on prevention. So the paradox is that technology introduction often leads to poorer outcomes. В итоге возникает парадоксальная ситуация, поскольку усиливается вот такая волна людей, которые тестируются или лечатся, нам нужно все больше и больше ресурсов, и таким образом возникает ситуация, когда уже не хватает денег и финансов для тех, кто действительно нуждается в таком лечении, или для того, чтобы сфокусироваться на профилактике, и возникает некий парадокс, что внедрение технологий приводит к еще не только улучшению, но и, наоборот, ухудшению результатов, ауткамов в системе здравоохранения. Yeah, so Very pessimistic, Nick, until now. Okay, proceed. On an individual level, this can be effective, but from a healthcare system level, it might turn out very differently. So that's a general effect of introducing new technologies in healthcare, which is what you don't think, maybe as in general. There's another, because healthcare is usually the biggest economic sector in a country, at least in developed countries. There's so much money involved and interest and etc. And so there's also a tendency, especially to innovation, to promote solutions which are not maybe the real solution to the problems we have in healthcare.
So this is one example. Theranos, probably everybody knows, but because there are interest, there's money, success, personal interest. Also the domain of healthcare and innovation is populated by all kind of marketing and communication strategies. Таким образом, как мы видим, внедрение инновационных решений может быть очень эффективно на индивидуальном уровне, но когда мы говорим про систему в целом, то все становится не так радужно, и это как раз эффект того, что система здравоохранения – это сложнейший организм, и то, что Ник отмечал выше, что контекст внедрения технологий в здравоохранении – это нечто гораздо более сложное и широкое, чем контекст, чем просто внедрение технологий в таком прямом смысле этого слова. При этом следует отметить, что здравоохранение является крупнейшим сектором экономики, по крайней мере, в развитых странах, и это, в свою очередь, приводит к очевидным последствиям, что вовлечено большое количество интересов, в том числе финансовых интересов, личных интересов, интересов такого личного позиционирования и так далее. И в результате есть тенденция к внедрению непроверенных технологий, которые на самом деле еще не приносят тот эффект, который заявляют. И вот один из известных примеров, который был на предыдущем слайде, это пример Theranos. Наверняка многие из вас его знают, но это не единичный кейс. Именно в систему того, что это область, где вращается много денег и вовлечено большое количество разнородных, в том числе сугубо персональных интересов. So also in this startup world and investments, you see that the failure rate is really high. It's maybe higher than 95%. And because this is more like an investment model rather than bringing the solution to healthcare. So the promotion, etc. Everybody wants to have these investments, and in the hope that they have an exit with someone who buy the next sort of step in the solution. So it's a sort of investment game, and despite all the creativity, the sort of solutions don't reach the solution of the patient or the solutions we need in the healthcare system. И особенно возникает непростая ситуация на рынке стартапов в области здравоохранения, и здесь такой процент неуспеха, failure rate, очень высок, вероятно, даже больше, чем 95%. И следует отметить, что это такая всегда инвестиционная игра, при этом отработанные модели инвестиций, отработанные модели промоции такого рода решений, но не отработаны решения внедрения их в реальную систему здравоохранения. Все привлекают инвестиции в надежде на то, что они совершат экзит, продадут свое решение какому-то крупному игроку, но меньше думают про внедрение в реальный сектор, и в итоге приходит это к тому, что реальных пациентов такого рода решения не всегда достигают. So on top of that is the solutions who are IT solutions who are available in healthcare don't necessarily also improve the efficiency. So this professionals are increasingly fed up by putting data in systems. And so the administrative burden and the sort of not very user-friendly systems makes also the professionals don't buy in and step out and don't use these solutions. И тот факт, что соответствующие решения недостаточно эффективны или их эффективность не очевидна, приводит еще к такому эффекту, что на профессионалов системы здравоохранения вместо освобождения от рутины возникает, наоборот, дополнительная нагрузка, например, по введению данных, всевозможные административные барьеры, административная нагрузка. Я думаю, что если здесь есть врачи, практикующие, они это готовы подтвердить. И таким образом в итоге это приводит к тому, что профессионалы вместо того, чтобы активно участвовать и помогать внедрять такие решения, наоборот, отстраняются и стараются воздержаться как можно больше от внедрения таких инноваций. So we made some projections for the future and the cost of the increase of chronic diseases in populations
and how much it contributes to the increase in healthcare spending from the current context, and also the effect of technology and innovation in including these personalized medications in the Netherlands. And you can see that for 2/3, it's explained by innovation, medication, new technologies. So this shows a different picture on the promises on cost reduction and efficiency. И здесь вы видите график на примере Нидерландов, во-первых, по поводу того, как хронические заболевания и старение населения вносят свой вклад в увеличение затратного здравоохранения, но также и того, как на это влияют непосредственно инновации. И в итоге оказывается, что картина по экономии не такая уж радостная, скорее наоборот. So this is another paradox we see in healthcare. So this is something to take into account. So this was providing you a sort of context on how technology works in healthcare, and that we have to do something different from what you see around in developing solutions in healthcare. So we need a different approach. Это был еще один парадокс и размышление о том, что следует учесть, когда мы говорим про внедрение новых технологий здравоохранения. И все это я рассказала вам для того, чтобы поставить вас в некоторый такой общий контекст внедрения цифровых технологий именно в здравоохранение. И это приводит нас к выводу о том, что, конечно, все надо делать несколько по-другому. Вероятно, надо что-то срочно менять. Как же этого достичь? Yeah, what's currently quite of interest in healthcare for transforming healthcare and thinking about solution is there are different developments, which I think is interesting. First is that professionals, policymakers are more aware of we have to design new solutions which look at the need of people. Следует отметить при этом, что является здесь позитивным, это то, что в системе здравоохранения много действительно сейчас интересных разработок, не в системе здравоохранения, а вот в области заботы о здоровье. И в частности, профессионалы должны здесь быть более осведомленными и думать о том, что же можно внедрить в интересах пациентов. Nick, if you don't mind, I will also tell a couple of words about what's written on the slide. Yeah. Mm-hmm. В частности, здесь было бы полезно то, что называется design thinking. Это более такие пациентоцентричные, пользователецентричные решения с учетом реального опыта и потребностей людей. Co-creation, то есть когда всевозможные игроки вместе включены в генерацию идей, в разработку таких решений. Ориентация на реальные процессы, как систему взаимосвязанных действий и событий, а не что-то разрозненное. Также здесь должно быть все очень иллюстративно, эксплицитно и визуально и прозрачно для того, чтобы привести к реальным инсайтам. И то, что мы уже говорили, должен быть holistic approach, такой единый подход, связанный с учетом контекста и различных перспектив, различных точек зрения, с учетом интересов, потребностей и проблем различных участников в системе здравоохранения. Ну а с точки зрения фокуса на именно систему здравоохранения, это должно быть, опять же, как бы центрично относительно пациента и в то же время профессионалов и близких пациентов, то, что называется caregivers. Это должно быть ориентировано на взаимосвязь с другими сервисами, организациями и людьми и реальными практиками, которые уже сейчас существуют и которые вовлечены в систему здравоохранения. Должен быть акцент на интеграцию различных процессов технологий данных и, конечно, как следствие, на улучшение эффективности, качества и получаемых результатов. Спасибо большое, Ирина. I hope it was precise. Thanks. I had a couple of ideas from myself. Yeah, very good. So you see this the sort of need and approaches in healthcare which are different from what we usually do from a startup development perspective. So this is interesting on how we translate this to new solutions in the Russian context. И здесь вы видите подход, который иногда отличен от того, что бывает, например, в тех же стартапах в области здравоохранения, и акцент сделан на контекст, и это действительно интересный подход.
So, a bit as a summary, so it's looking at the user needs for specific disease areas, or it can be in social care, it can be oncology or multiple diseases, where you apply a sort of design thinking approach in developing solutions which look at the process. And of course you need the context, the local context, in order to create this and the stakeholders. И здесь мы можем говорить о некоторых интересных решениях, которые уже существуют в различных областях, и о тех решениях, которые могут быть созданы в области онкологии, social care, я не знаю, как сказать это по-русски, и различных других заболеваний. И в частности, они должны быть ориентированы на существующие процессы, локальные процессы, которые уже реализованы в той или иной системе здравоохранения, и на общий контекст. So, to give you an illustration on how it could work with translating the needs and try to find, okay, where are the problems in the sort of healthcare service process. And so first of all, is the story, the problems of the patient, what goes well and what goes wrong, is important to start with. И вначале необходимо, конечно же, понять, каким образом транслировать реальные нужды пациентов и где на самом деле существуют проблемы в реальном сервисе здравоохранения. И такой детальный анализ потребностей пациентов – это хорошая точка, с которой нам надо начинать для того, чтобы понять, какие решения внедрять и стоит ли их внедрять в принципе. So they tell you the story of the patient, but also after that, you can relate what kind of events and actions were related to what goes well, what goes wrong during the process. И это расскажет нам историю самого пациента, но кроме того, необходимо проанализировать также те действия, которые были осуществлены вокруг него и которые привели к хорошим или плохим результатам, к тому, что все пошло хорошо или к тому, что что-то пошло не так в общем процессе. And also, is this interaction between professionals and the patient maybe with other people? You can map when people do interact or not, and also the problems in this process. Конечно, также необходимо учитывать взаимодействие пациентов с профессионалами системы здравоохранения и с другими участниками этой системы. Надо понимать, когда на самом деле такое взаимодействие имеет или не имеет места, и что, опять же, идет хорошо или где есть узкие места в этом процессе. Also, where did this happen? Is it on a primary care, hospital level, social care? It's important to have the sort of setting in which this takes place. И также необходимо учитывать, где происходит соответствующее взаимодействие. Это первичное звено, госпитальный сектор и так далее. The same applies to technology. Was technology involved in this procedure, communication, diagnostics, treatments, personal, social media communication? И также необходимо учитывать технологии, которые уже существуют в этом процессе, которые уже были внедрены ранее в диагностику, в лечение, в коммуникацию с пациентом персонально или, например, через социальные медиа и так далее. And the same applies to data, of course, important for developing data-driven solutions. Where is data available or isn't, and we should do something about this. Конечно же, надо учитывать и доступность, и наличие данных. Какие в реальности данные существуют, какие уже доступны или нет. Доступны ли вообще те данные, на основании которых мы хотим построить свое решение. И если они в принципе недоступны или здесь есть какие-то яркие барьеры, то что с этим можно сделать? The same applies for the cost. Ну и, наконец, последнее – это все, что связано с необходимыми для этого затратами. So the start from a patient perspective is important to develop patient, people-centered, oriented solutions. And this is often very different from a professional perspective. So that's also an important element. И, конечно же, в первую очередь надо начать с перспективы, с точки зрения самого пациента, построив все вокруг него,
И очень часто оказывается, что такой взгляд со стороны пациента очень отличен от взгляда, который традиционно применяется профессионалами. And as said before, so healthcare is very much a logistical process of interaction, collaboration, in order to make better outcomes, effective healthcare. So the analysis of the process throughout the development of the disease, or throughout a single visit to healthcare organization is important. Как я уже ранее упоминал, в системе здравоохранения очень важным аспектом является логистика. Поэтому необходимо тщательно проанализировать весь процесс до внедрения какого-либо решения, будь то процесс развития конкретного заболевания или процессы, которые связаны с визитом пациентов в систему здравоохранения и так далее. И только это может стать основой действительно эффективного решения. And especially with older people or people with chronic conditions, multiple conditions, this is especially true. It's the majority of the patients who go through a more complex process. Healthcare is not about the single problems, the simple problems. What are the costs and what's difficult? It's typical those older chronic comorbidity patients. И особенно это касается хронических пациентов, потому что на самом деле система здравоохранения – это не про отдельные небольшие проблемы, которые возникают у людей и быстро проходят, простые единичные проблемы. Это прежде всего про сложные процессы, которые связаны с хроническими заболеваниями, сложными заболеваниями, коморбидностями и так далее. И именно там такого рода процессы наиболее сложные. So, considering you're looking at processes, you're looking through different settings in healthcare, primary care, social care, hospitals. You need stakeholders, relevant stakeholders. You need an infrastructure for data exchange. You have to look at the population and how it works. So this ecosystem approach for looking at the needs and develop your solution is what we know is a sort of success for these more integrated AI solutions. Когда мы говорим про то, где имеет место забота о пациентах, где реализуется система здравоохранения, то мы должны учитывать и процессы, и тех, кто вовлечен, да, то есть различные игроки, профессионалы, изобретатели, малые предприятия, индустрия, страхование, пациентские организации и так далее, потому что только создание такой экосистемы позволит сделать внедрение искусственного интеллекта более эффективным. I'm very sorry, Nick. I guess you have just 10 minutes left. So well, I can stay longer. Oh, thank you so much. It's brilliant. Yeah. Yes, sorry, it takes Thanks a bit more a lot. time. Oh no, it's perfect. Just I'm okay. Worrying about you. If it's okay, then perfect. No, I can stay. Thanks a lot. So that's everybody's talking about big data and etc. But really developing the real solutions for people, it's not easy. And so we know it's not easy, but it's the only approach to develop useful integrated solutions. Сейчас все говорят про большие данные, а при этом меньше говорят про людей. Мы понимаем, что это очень сложно, но тем не менее это единственный путь к действительно эффективным решениям. Although it's very complex, we increasingly see that in different locations, settings, we see this is successful. So here you see example of a project we did in Sao Paulo in Brazil, with these more integrated approaches with different stakeholders, with patients, and we go through the step of analysis, identifying challenges, finding solutions with programming. So we had here more than 300 programmers and coders in a sort of working on digital solutions. И хотя это очень сложно, но тем не менее такие решения, именно инфраструктурные, экосистемные, успешные решения уже существуют. Например, есть один из проектов, который описан здесь в Бразилии, в Сан-Паулу, когда в проект были вовлечены более 300 разработчиков,
программистов, непосредственно создателей программного обеспечения, но при этом были вовлечены также пользователи и всевозможные другие стейкхолдеры, в частности пациенты. И следует отметить, что их роль очень высока в области и анализа информации, и выявления, идентификации вызовов, обсуждения всевозможных решений и так далее. И только это может привести к успеху. So we see increasingly examples, but also the methodology develops over time to do development differently. И мы видим здесь большое количество все-таки успешных примеров, их это количество увеличивается, но что еще важнее и отраднее, также развивается методология в области создания таких data-driven решений, основанных на данных. Well, this is probably what you know, a typical sort of cycle for developing a data science project for solutions, where you start with a use case, defining metrics, obtain data, analysis, etc. Здесь вы видите классический цикл, который вы, возможно, знаете. Это такой цикл создания проектов в области наука данных, data science, и все начинается с use case, да, с анализа каких-то прецедентов, затем должны быть определены цели, метрики, получены данные, выполнен анализ, создана и протестирована модель и так далее. So, what I previously showed, that is often with this use case approach, it's very difficult to include the context, the whole context of typically in healthcare and people with a disease. And so this is a challenge, and especially also had to obtain new data for this. Но в том и проблема, что в области здравоохранения этот подход, если применять его так прямолинейно, не всегда эффективен, потому что вот на первом же шаге use case бывает очень трудно включить общий контекст, который, как мы уже обсудили, крайне сложен, видение и перспективу самого пациента с заболеванием, и также очень трудно собрать новые данные и в полном объеме учитывать и анализировать их. И это приводит к вызовам в внедрении таких решений. And therefore, it's important to have this sort of ecosystem where you have more or less the sort of infrastructure and the people, the users, accessible to collect this data or to try to build a data infrastructure which can provide you the data. И именно в этой части особенно значимой становится роль экосистемы, и в частности необходимо построить инфраструктуру и экосистему для сбора данных, которая будет позволять вам максимально эффективно собирать и другими способами обеспечивать такого рода данные. So accordingly, because it's mostly not available, you see that a lot of solutions attempts are based on historical data. As well as for developing the model and testing the model. So you see not so much the new data for this type of approaches. И многие решения основаны на исторических медицинских данных, и это касается как разработки решения, так и его внедрения и тестирования, и обычно это такая стартовая точка для таких решений, и есть не так уж много подходов, которые позволяют учитывать всю полноту данных, включая вновь поступающие данные в изменяющемся контексте. Well, of course, there are all kinds of data sources which you can collect, and especially the more contextual type of data and human-related data is not always easy to combine, and also we see that a lot of universities or sort of research projects are focusing more on the life sciences elements. But the idea is to connect the whole thing, all the different layers, in order to provide these more holistic approaches. Конечно, есть очень большое количество всевозможных источников, разнородных источников данных, где вы можете собрать полезные сведения, но проблема в том, что данные, особенно связанные с людьми, бывает очень трудно интегрировать друг с другом,
а для того, чтобы получить действительно эффективное решение, это необходимо. И поэтому нужны те подходы, которые позволят сосредоточиться не просто на таких научных, теоретических моделях, но на реальной интеграции разнородных данных для обеспечения единого подхода. Yeah, I won't go into detail, populate the slide, but so there are all kind of information available, of course, on internet and social media, which might be useful in this code to build the data model for it. Я не буду детально останавливаться на этом слайде, но здесь упомянуты всевозможные источники, в том числе интернет-источники, которые могут быть полезны для создания такого решения, social-медиа, блоги, данные поисковиков, данные сенсоров и всевозможных приложений и так далее. And the same applies also for using data from different organizations. Usually information do have relevant data to include. And here you see example, insurance company with claims data, or it might be something like supermarkets can provide on a local level interesting data about food. If it can be related to an individual, it says something about the lifestyle. So there are all potential sources of data which might be used in such an approach. Также полезные данные распределены между самыми различными организациями, и каждый из них обычно владеет каким-то таким своим значимым фрагментом данных, которые в реальности, будучи интегрированы вместе, могли бы принести большую пользу, например, данные страховых компаний или даже данные супермаркетов, которые могут дать сведения о потреблении той или иной конкретной еды, алкоголя, табака и так далее. И если все эти данные были бы интегрированы в едином подходе, то это могло бы стать тоже такой основой комплексного подхода. So again, so you have this richness, potential richness, which you might use in a certain setting. And for example, it could be a city region in the city of Moscow or in Tomsk or Novosibirsk. But usually it's quite helpful to look at a local ecosystem where you can build this sort of infrastructure and also the access to different data sources. И, конечно, возвращаясь к проблеме того, где это реализовано, к проблеме места, мы можем говорить про некоторый региональный аспект, например, Москва, Томск, Новосибирск, но всегда надо смотреть еще с точки зрения того, каким образом это все может быть интегрировано в единую систему, и где может быть имплементировано, реализовано соответствующее решение и соответствующие источники данных для того, чтобы создать такую экосистему. And we know that from an individual perspective like you and your environment where you work, it's not always easy to organize this because you have different stakeholders, you need access to data, etc. So this requires really a sort of leveled approach. You need the local government maybe involved, the healthcare organizations, different sectors to work together in order to make this happen. And that also shows why it's difficult to organize this type of infrastructures and settings. И, конечно, если мы посмотрим с точки зрения отдельного игрока, в частности, например, любого из нас, из вас, то мы понимаем, что это очень сложная ситуация, потому что не всегда есть доступ к данным на уровне каждого конкретного человека, игрока, небольшой компании и так далее. Есть всевозможные ограничения, и поэтому здесь необходим такой поуровневый подход, который вовлекал бы различных стейкхолдеров, например, местное правительство, компании и так далее. И вот на слайде показано, как с одной стороны есть такая широта взаимоотношений, с другой стороны глубина, да, вовлекающая уровень от просто объединения информации до партнерства и широта, вовлекающая различные уровни от общества до правительства и других стейкхолдеров, и только это приводит нас к такому интегрированному подходу. So, to give you an example, the Netherlands is, we have wonderful IT systems,
we have relatively a lot of data sources in healthcare, different organizations. A lot of internet use by people, also older people. So we have all the ingredients to do this. But still, in the lowest level of the sort of integration, you see that it's all fragmented. So the hospital doesn't communicate with primary care not with social care. Accordingly, we cannot capitalize on all the data and infrastructure we have. So this shows that you need a really broad approach also from a national or regional perspective. Например, если привести пример Нидерландов, то можно сказать, что у нас отличная IT-инфраструктура, есть всевозможные источники данных, люди активно используют интернет, люди самых разных категорий, в том числе пожилые люди. Таким образом, все необходимые ингредиенты для успешной системы вроде бы есть. Но на самом деле даже в такой стране это все по-прежнему является довольно фрагментированным. Например, госпитали и системы, IT-системы и системы данных госпиталей не взаимосвязаны с таковыми первичного звена и так далее. И в результате мы не можем построить единую систему, и мы не можем капитализировать те результаты, которые у нас есть. И это говорит о том, что необходим более широкий подход, в том числе с вовлечением национальных правительств и регуляторов. So, yeah, you need to have alignment and involvement of the different stakeholders at different level in order to make it successful. And also to make the data, the technology, but also the services provided to patients integrated, aligned. So that's a challenge, but this is the way to go. И мы не должны, конечно, вовлечь различных стейкхолдеров для того, чтобы сделать это успешным, не только на уровне данных, но и на уровне предоставляемых сервисов, обеспечить интеграцию и единство подходов. Это, конечно, очень сложно, но это то направление, в котором необходимо идти. So the implications for the data modeling is you're talking about really complex structures of data and how the data is related to each other. And also these different sort of entities, features of biomedical data, social media, contextual data. It's how to build a data model is already quite complex. Какие же выводы отсюда для нас, как для разработчиков? В частности, это требования, которые предъявляются к моделям данных. И здесь необходимо говорить о том, что данные, которые происходят в том числе из различных источников, биомедицинские данные, данные социальных медиа и так далее, должны быть в некотором едином ключе, должны быть стандартизированы. Таким образом, вот первичная нагрузка, повторюсь, ложится именно уже на создание модели данных, которые являются сложным процессом, но ключом к успеху. Well, and then if you're able to put the data together and have it curated, good quality control, you can apply your techniques and you can build your model accordingly. Если вы способны объединить данные и, в частности, обеспечить их контроль качества и курирование, курацию данных, то в этом случае вы можете получить успешное и эффективное решение. If you have you build your model and you use the training set, it reaches a sort of level of validity. So usually the test sets, training sets, they give you an indication on whether the model is functioning or not. Уже на этапе тестирования данных и сбора тренировочного корпуса вы должны подумать о том, валидны ли ваши данные, потому что это приведет к ответу на вопрос, будет ли ваше решение в итоге функционировать или не будет. And then the next level of validation and using other but similar data sets, it can be challenging for building your validation, but that's the next step. Следующий уровень – это более глубокая квалификация, в частности, работа с независимыми, дополнительными, но похожими датасетами. И это уже более сложно, но это также необходимо.
then there's also the generalization to other cases, whether these models work. So that's the next level. That's usually in sort of validation of pharmaceuticals, and the sort of effectiveness in population is also go through all these stages. Наконец, следующий уровень – это верификация, в том числе за счет экстраполяции на другие кейсы, на более широкий круг кейсов, как, например, это делается в области фармацевтики, но это аналогичным образом должно происходить в других решениях. Коллеги, я прошу прощения, замьютьте, пожалуйста, все микрофоны. От кого-то идет шум. It's good to hear that we also have very young. It's good to hear that we have also very young people try to learn from the lecture. Just a moment. It's the talent, Russian talent for the future. It's yeah, that's true. That's very important. So let's take from a person perspective, but still, I will mute this guy. Sorry. Yeah, and. Следующий уровень – это клиническая валидация, в частности, на целевых пациентских аудиториях, для того, чтобы понять, какие в результате получаются результаты, извините за тавтологию, в реальной практике. So the implication is to really build a sort of validity into the reality of daily people. In healthcare is not very easy. You need a lot of data, and when it comes to people, you need also a lot of data from a lot of individual people. So accordingly, these sort of validation methods are often not done yet. So yeah. Вы должны таким образом обеспечить валидацию на самом различном уровне, и на уровне отдельных конкретных людей, пациентов, и на уровне более широкой популяции. И это, конечно, очень сложно, и тем не менее такая валидация необходима для клинически значимых, практически значимых решений. И часто пока, к сожалению, такая валидация не выполняется на уровне всех этих шагов. So also here, this is not very doable by an individual company or programmer. So you really need an ecosystem in order to do this. Ну и, пожалуй, можно отметить, что на уровне одного разработчика или даже компании единичной такое вряд ли возможно. Поэтому тут действительно необходима экосистема для того, чтобы обеспечить все эти уровни, такие последовательные уровни валидации системы и данных, с которыми она работает. So let me give you some examples of health service platforms which use AI and try to combine these different elements I talked about. И, конечно, это уже говорит не Ник, а я. После этих слов кажется, что вообще не надо заниматься этим, и все могут сейчас разойтись и больше не пытаться делать стартапы в области искусственного интеллекта в медицине. Но, тем не менее, в следующей части Ник расскажет про успешные примеры, которые существуют уже, вот такого рода интегрированных платформ, реализующих соответствующий подход. So currently there are different platforms active in different countries, and they're also of different nature. Some of them focusing more on triage and diagnosis, other on the service integration. Уже в разных странах есть такого рода успешные системы, у них разный фокус и различная природа. Некоторые из них больше сфокусированы на диагностике и триаже, некоторые сфокусированы на предоставлении различных сервисов пациентам. И, повторюсь, это примеры из различных стран. And also how they apply AI in these platforms. Some of them are more focused on the interaction with the patient and the platform with chatbots, but also in terms of diagnosis and the match with pharmaceuticals. You see also some examples. Также они различны и многообразны с точки зрения того, каким именно образом они используют искусственный интеллект и на что они ориентированы. Некоторые делают ставку на коммуникации с пациентом, например, с помощью чат-ботов.
а другие связаны с другими видами процессов и другого рода технологиями. So one of the examples is Ping Anku Doctor, which is the biggest health service platform, digital health service platform in the world, with more than 300 million users per annum. Есть, в частности, системы, которые уже имеют больше 300 миллионов пользователей. And this platform also has used AI for the patient intake with a chatbot and trying to filter out the problems of the patients through AI technology. Это китайская система Пиньян или добрый доктор, хороший доктор, и она также использует искусственный интеллект, в частности, для анализа пациентских профилей и для того, чтобы классифицировать и структурировать в различные потоки проблемы пациентов, на которые надо ответить. AI is used for decision support for the online doctors. So after the intake, which is mostly done by the chatbot, you are handed over to an online doctor, face-to-face or with chat, had to discuss further what has to be done. And the decision support is using the AI. Также искусственный интеллект используется в системах поддержки принятия решений онлайн-докторами, живыми реальными докторами с естественным интеллектом, потому что первичное вовлечение пациента и распределение пациентов по потокам происходит в основном с помощью искусственного интеллекта, с помощью чат-ботов, но в дальнейшем уже пациент направляется к реальному доктору, к человеку, с которым он может поговорить face-to-face, то есть один на один онлайн. И здесь живому доктору также уже в поддержку предоставляются некоторые алгоритмы искусственного интеллекта. And also for the monitoring, so after the treatment or recommendations, patients are, the system gets in contact with the patients with a push message and with sort of chatbots which they can provide on how they are doing after the intervention. So it's a digital platform which has AI, but also an online interaction to discuss what has to be done. И, наконец, следующий уровень, третий уровень, это мониторинг и использование искусственного интеллекта в таком мониторинге после того, как пациенту уже была оказана консультация, и необходимо отслеживать его состояние, например, после каких-то терапевтических вмешательств. Искусственный интеллект помогает собирать и анализировать соответствующие данные именно в интересах мониторирования состояния пациента. Таким образом, в этой системе, в этой платформе Пиньян интегрированы и решения на основе искусственного интеллекта, и в то же время такая живая онлайн-коммуникация. And of course, the online doctor can also refer to the offline world, the physical world, to a specialist or some other health professional. И, конечно, онлайн-доктор также может обратиться в офлайн, в такой физический мир, для того, чтобы получить поддержку другого специалиста, другого эксперта в области здравоохранения. The results are quite promising. So you see that in terms of efficiency, there's an increase of 200% in handling patients compared to the existing sort of healthcare system. И здесь мы видим, что результаты уже очень обнадеживающие, есть много таких положительных индикаторов, например, эффективность, то есть способность к приему и обслуживанию пациентов по сравнению с предыдущей ситуацией возросла на 200%. And also in terms of cost reduction and satisfaction rate, the results are quite promising, though we are currently evaluating these results independently. So if you look to all these service platforms, usually the satisfaction rate is really high
from a patient perspective, but that does not mean that it also is better for the health outcomes. So the perception of the patient is not always the same as the sort of medical result. И также следует отметить, что цена, то есть расходы, сокращение расходов оценивается в 60%, что очень хороший результат. И более того, уровень удовлетворения пользователей, то есть самих пациентов, равен 98%, то есть результаты крайне высокие. Однако следует заметить, что, и это еще одна сложность системы здравоохранения, что мнение пациента и реальные результаты для его здоровья – это не всегда то же самое. И поэтому сейчас идет независимая оценка этой системы, и действительно ли такой высочайший уровень удовлетворения соответствует таким же высоким показателям с точки зрения пользы для здоровья. Nick, if you don't mind, I will just comment for the audience that you are a part of international committee of WONCA, who evaluates the system. Ник является представителем такой очень авторитетной международной комиссии ассоциации ВОНКа, и он сам про это не сказал, просто позвольте это добавить. Он сейчас входит как раз в экспертную комиссию, которая делает всестороннюю оценку системы Пинян с такой терапевтической точки зрения, поэтому он знает, что говорит, не только из каких-то маркетинговых материалов, но из реальной такой глубокой оценки данной платформы. So there is some examples only so where these platforms are making use of social media and social behavioral models in order to analyze also interaction between people and how to influence them positively. And this is still the early stages. But just to mention that mental health and also prevention, which is usually about behavior and interaction of people and how to influence us, there are some opportunities also in these platforms to provide a more elaborative approach with data on improving lifestyle of people. Также есть сейчас решения, которые анализируют в интересах здоровья и здравоохранения данные социальных сетей, непосредственно их содержание и также паттерны взаимодействия между людьми, паттерны восприятия. И надо сказать, что решения, которые существуют в данной области, в большинстве случаев еще находятся на раннем этапе. Это такой зарождающийся тренд, но при этом можно отметить, например, их перспективность с точки зрения решений в области ментального здоровья, где как раз-таки поведение, психологические аспекты и аспекты, связанные с взаимодействием людей, и такая социальная психология крайне важны. Ну и кроме того, здесь, как отмечено на слайде, это в том числе источник данных реального мира. So, if you look to these platforms, which uses AI technology, maybe in combination with an online doctor, and you see, okay, what are the benefits and what are possibly currently the shortcomings or a risk involved. I will show you on this slide. И здесь будет полезно посмотреть на такого рода решения, где искусственный интеллект помогает пациентам, возможно, в кооперации и желательно в кооперации с реальным врачом. И будет полезно рассмотреть и достоинства, и плюсы, которые приносит такого рода решения, и в то же время некоторые риски и, возможно, нерешенные проблемы, которые возникают в этой связи. И вот на этом слайде я покажу вам такого рода плюсы и минусы, возможные минусы таких решений. So we see that these platforms could potentially have a benefit in centralizing data or bringing data together for the use of healthcare, which is a good thing because we have a problem with this fragmentation and interoperability.
Одним из очевидных плюсов, которые могут принести такого решения, это, конечно, централизация данных, что будет выгодно, что пойдет на пользу и пациенту, и системе здравоохранения как таковой, потому что мы уже отмечали проблемы, возникающие из-за фрагментированности данных. And accordingly, there are also some concerns about the combination of data with data ownership and privacy and protection. Ну и, соответственно, возникает вторая сторона этой медали. Есть связанные с этим возможные ограничения и вопросы в области того, кому принадлежат данные, и в области приватности, защиты данных, персональных данных в том числе. This sort of application of solutions which increase the efficiency, they can help in reducing the caseload, the caseload burden, and increase productivity. But on the other hand, there are also concerns with the use of these algorithms with the things I explained earlier. Ну и, конечно, другим значимым, крайне позитивным фактором является продуктивность, в частности, позволяющая снизить нагрузку и обеспечить обработку большего количества кейсов. Но, опять же, с этим связаны некоторые проблемы потенциальные в случае недостаточно ответственного подхода к реализации таких решений, которые я уже отмечал раньше, как возникновение байеса, вопросы клинической валидности, вопросы к чувствительности, специфичности и предиктивной мощности такого рода решений. So this automated decision support for doctors, it might help the doctor in making decisions. In most platforms, or at least the platforms I have been evaluated, doctor was in control, so that can help. But there's also some concerns that if the doctor doesn't have the right skills or competences, he might also be biased by the results of the algorithms. И опять же, здесь очень важным является автоматизированная поддержка принятия решений, да, как мы всегда говорим, искусственный интеллект не заменяет доктора, но помогает ему. И в тех платформах, по крайней мере, которые я видел, онлайн-доктор обычно контролирует систему, и это действительно такая хорошая кооперация. Но опять же, здесь могут быть определенные риски, например, связанные с тем, что если врач не обладает в конкретном кейсе, в конкретной области достаточными компетенциями, то он может быть как бы biased, он может находиться под влиянием тех решений, которые предлагает искусственный интеллект, и в свою очередь принимать неправильное решение. And also this tendency for overdiagnosis and overtreatment is also still there with this type of platforms, especially those platforms who has the diagnosis combined with the sort of pharmaceutical interventions and database. It's very prone to oversubscribe medication instead of a holistic approach with more other care aspects. И особенно, конечно, надо быть осторожными в тех платформах, в тех решениях, которые связаны с выпиской, в том числе определенной терапии, определенного вмешательства, включая фармацевтические продукты, для того, чтобы здесь не перейти к избыточной диагностике и к избыточной выписке различных вариантов терапии. Also, what is a huge benefit is that usually these platforms have a quick response, and they do also some follow-up queries to check whether they are right. But on the other hand, the sort of clinical appropriateness is still to be evaluated. So there's not much data yet on evidence and sort of quality in terms of outcomes of the service. And there's also some concerns about the connection from the digital platform to the offline world to local physical professionals.
Еще одно очевидное достоинство – это скорость дополнительно к объему. Понятно, что с помощью автоматизированных методов и методов искусственного интеллекта мы можем быстрее обрабатывать всевозможные запросы и отвечать на нужды пациентов. Но, однако же, и здесь возникает определенный вопрос, связанный с клинической применимостью всего вышесказанного. И это просто та зона, где пока еще слишком мало данных, и такого рода данные должны накопиться для того, чтобы мы провели более детальную оценку адекватности, клинической адекватности таких быстрых ответов и такой быстрой поддержки. И, наконец, последнее – это то, что могут быть вопросы того, как рекомендации и решения, возникшие онлайн, реализуются в реальном физическом мире. Не будет ли здесь разрыва между тем, что происходит в онлайне и в диджитал-среде, и в том, как это реализуется в дальнейшем на практике, потому что помощь пациент, в конце концов, в итоге получает в физическом мире. So this were some pro and cons from a service perspective, but you can also have a more health system perspective from on these platforms and how they function. Выше мы поговорили про некоторые про и контра, за и против относительно внедрения такого рода систем в системе здравоохранения. А теперь мы поговорим, как это выглядит с точки зрения самой системы здравоохранения, с точки зрения перспектив именно стейкхолдеров в данной сфере. Я прошу прощения, там был вопрос про то, что такое biased. Я на него коротко отвечу. Это некоторая необъективность, смещенный взгляд, такой сбитый прицел. So in green again, you see here the pros and the potential benefits of these digital platforms, partly already mentioned, but how such a platform functions within a system in a country or a region. There are also some concerns about that these sort of data and algorithms, they might increase inequality and also risk selection of patients, for example. So they're only focusing, on the young, healthy people and not on the more complex problems. Здесь вы видите зеленым цветом отмечены очевидные достоинства и плюсы, которые внедрение таких систем может принести в систему здравоохранения и оптимизировать ее. Например, более такой широкий доступ, реальная информация, персонализация, сохранение расходов, эффективность и масштабируемость. Но в то же время возникают, опять же, определенные риски и обеспокоенность, например, о том, будет ли здесь объективен выбор пациентов, не получится ли, скажем, не возникнет такая ситуация, что сервис системы здравоохранения будет сфокусирован на более молодых, более продвинутых, более таких диджитальных людях, а более сложные сегменты популяции останутся здесь за бортом. So also the sort of market dominance of these type of platforms, which combined all kind of stakeholders in the sort of health system, and that they're becoming so dominant that they also, you can ask whether you want if it's a commercial profit-based company to be so dominant in the healthcare system, and with also the interest of this platform, commercial interests in this platform. И еще один аспект – это вопрос монополии и доминирования на рынке. Как мы уже отметили, крайне важно, чтобы в рамках одной системы были интегрированы различные игроки, их данные, их процессы и их взгляд на ситуацию. Те, кто представляют страховые компании, инвесторы, пациенты и так далее. Но тут возникает снова риск, если окажется, что одна система так эффективно интегрирует внутри себя всех игроков и все данные, и при этом эта система коммерческая, рыночная система, то не возникнет ли здесь проблем монополии и доминирования на рынке? Хотим ли мы быть частью такой системы? An example is for the US, which is very profit-based healthcare system,
where you have very high expenditure of money in the system. It's about 20% of the total income of the country is spent on healthcare, but 50% of the people don't have access to even very simple services as a result of the profit-driven approach in the healthcare system. И примером такой системы, крайне коммерчески ориентированной, является система США, где 20% всего дохода страны расходуется на систему здравоохранения, то есть это, с одной стороны, крайне эффективно, но с другой стороны, около 50% населения в итоге просто не имеют доступа даже к более достаточно простым сервисам в системе здравоохранения, именно в силу того, что система очень коммерчески ориентирована, очень ориентированная на профит, на генерацию выручки. Also because if such a platform becomes so dominant, they are more easily can create a vendor lock-in. So alternative solutions are increasingly don't have the opportunity to go into the market or be available. So that's another concern. So that you create this dependency from healthcare providers, from patients on this platform is something, well, where you have to think about, do you want this if this is a sort of profit-based platform? Также, если это единая, эффективная, но основанная на генерации выручки платформа, здесь мы можем прийти к такому явлению, как vendor-lock-in, когда конкретный поставщик, по сути, блокирует вход на рынок других поставщиков. И в этом смысле получается, что возникает зависимость у нас от конкретного поставщика. Хотим ли мы этого? So definitely the integration of all kind of services and actors and stakeholders connect to the platform is what needed in healthcare, a better integration and collaboration. So that's a very positive opportunity. On the other hand, it requires also new regulation and control, how you think about accountability with these systems. So accordingly, it's not easy from different perspectives to make this successful and work for people. So it's again here, it's a much broader, more challenging context than just a simple digital solution in healthcare. Таким образом, конечно же, несмотря на все риски и опасения, интеграция различных стейкхолдеров, их взаимодействие между собой и такой общий единый взгляд и подход на все эти проблемы в рамках единой системы необходим для того, чтобы обеспечить эффективное функционирование цифровых решений. Но это приводит нас к тому, что здесь необходимо, вероятно, создание новых механизмов регулирования, возможно, новых элементов законодательства. И мы снова видим, что внедрение цифровых решений в здравоохранении – это что-то такое более сложное, более комплексное и заставляющее нас глубоко задумываться о более глубоком контексте, чем просто в прямом смысле слова внедрение неких цифровых решений. И я здесь, if you don't mind, Nick, I will briefly read. Здесь есть различные стейкхолдеры, которые перечислены на этом слайде. Это даже, наверное, не все, можно сказать, но они дают уже комплексный взгляд. Это и институциональные инвесторы, и венчурный капитал, система страхования, собственники компаний, госпитали, отдельные доктора, система заботы о профессиональном здравоохранении, то есть в том числе то, что происходит на предприятиях, отдельно клиники стоматологические, фитнес, wellness и бьюти-клиники. В некоторых странах еще специальные сегменты, как, например, традиционная медицина в Китае, диагностические центры и лаборатории, аптеки, фармацевтические компании, те, кто производит медицинские технологии и оборудование, причем, опять же, и персональные, и госпитальные, службы доставки, службы e-commerce и так далее, и так далее. То есть, действительно, это очень такой важный призыв всем разработчикам в этой области сразу смотреть комплексно на свое решение и на место своего решения в этой сложной инфраструктуре. Yeah.
So here we come to a closure of the lecture, and we talked about many things, but it was my intention to provide you this context of healthcare and how AI might work in healthcare to really solve the problems we are facing. And of course, has single solutions on diagnosis or has sort of service support is how we need this. But looking at the challenges, we also need a broader perspective. И здесь мы подходим к концу лекции. Я дал вам такой очень сложный и комплексный контекст внедрения цифровых решений в системе здравоохранения, но в этом как раз была моя цель – показать, насколько здесь необходимо учитывать различные факторы, различные процессы для того, чтобы сделать внедрение цифровых решений в системе здравоохранения действительно эффективным. And I think if we really want to create solutions in healthcare with technology in Russia, we should have, I think, a broad approach and a strategy to do this. The elements I told you, the opportunities, but also the concerns demand that we have an integrated strategy for healthcare improvement and the role of technology. And yeah. Если мы хотим внедрить действительно эффективные цифровые решения в области здравоохранения в России, то мы, конечно, должны учитывать все вышеназванные факторы, всех игроков и все аспекты, как с учетом той возможной выгоды взаимной, которую они могут принести в данной части, так и с учетом рисков, которые они могут также нести в себе. And we can learn from the mistakes from others. So I think we really have the opportunity to do it in a Russian way and learn from others about what they do well and about the mistakes. Здесь мы должны учиться на ошибках других стран. С одной стороны, конечно, у нас всегда есть право идти своим путем, но всегда полезно проанализировать глубоко опыт тех, кто уже проходил через что-то, включая их ошибки и, наоборот, эффективное решение лучшей практики. And that's why this is an important event, to bring this different perspective to each other and think about how we can improve healthcare in Russia with technology. And I would love to discuss this further. And thank you very much. Спасибо большое. И такого рода события, как сегодня, и следующие за ним события крайне важны, потому что они позволяют нам все вместе обсуждать подходы, которые здесь могли бы быть. И я буду рад продолжить эту дискуссию. И спасибо вам большое за сегодняшнюю лекцию. Nick, thank you so much as well. There are so many questions because everybody is very interested in your lecture. Do you have some time to answer them? Можно несколько слов? Just a moment. Людмила, извините на секундочку. Nick, may I ask you how many time do you have left? Let me see. Well, about 50 minutes. Okay, great. So one participant is going to tell a couple of words, if you don't mind, and then we will proceed with questions. Людмила, если только очень коротко, не больше минуты. Да, очень коротко. Во-первых, я хочу сказать большое спасибо за столь информативный доклад. Араева Людмила Алексеевна, доктор филологических наук, профессор, завкафедры стилистики и риторики, Кембриджский государственный университет, заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации. Почему мне так это интересно? Все дело в том, что где-то в 2010 году мы начали работать с людьми, которые перенесли ишемический инсульт в нашем кардиоцентре. И надо сказать, чем мы отличаемся от всех остальных. У меня тут, кстати, сегодня присутствует моя команда. Это 10 человек, которые так или иначе работали в этом направлении. Мы когнитологи, словообразователи. Но, как мы знаем, производные слова в любом языке, они построены по аналогии, отражают работу мозга. И используя методику пропорционально-фреймового моделирования, мы возвращали людям речь. И сложности, о которых вы говорите, конечно, очень большие. И здесь нам пошли навстречу. Нам пошла навстречу и директор научно-исследовательского центра Барбараш Ольга Леонидовна, которая организовала
людей, которые с нами работали, но здесь нужна действительно очень сильная помощь. На гранты мы подавали, гранты не выиграли, а вот без финансовой поддержки здесь делать очень сложно. Я совершенно согласна, что когда будут такие наработки, и когда это будет очень много протестировано в этом плане больных, которых мы возвращаем, и к нам, в общем-то, согласны присоединиться и областная поликлиника, и третья больница, то тогда можно делать выводы и тогда от естественного интеллекта, который будет, то есть мы не просто вот проводим, да, работу с больными, с пациентами, но это надо необходимо фиксировать, как работают нейроны, как вот те участки мозга, которые перестали работать, какие участки мозга потом работают. Естественно, что такой анализ дает возможность перейти потом к искусственному интеллекту. Людмила, простите, пожалуйста. Давать вполне определенные рекомендации. Все, thank you very much. Да, спасибо. Nick, I guess you understood something. Ludmila is a professor in philology, and she told about her experience of rehabilitation of people after strokes, and she also said that they have experienced the same difficulties, and only just by involvement other stakeholders, such problems can be solved. So, thanks, Людмила. Я перехожу к вопросам в чате. Вопросов очень много. Есть еще комментарии. Я начну зачитывать их в порядке поступления, с вашего позволения, и начну именно с вопросов. А комментарии и такие выступления, скажем так, мы оставим на конец, с вашего позволения. Ник, как вы думаете, если искусственный интеллект сможет сдать экзамен на врача-лицензию, может ли он нести ответственность за пациента? И как будем наказывать за ошибку? Так же, как и врача лишения в лицензии. So, Nick, what do you think if, for instance, AI could have exams and get license of a doctor? Is it possible at all? What would be the responsibility for the patient, and what could be the punishment for errors? Maybe it could be like in doctors' cases, just taking away the license. What do you think about such an approach? Well, I think in general, what you see in many healthcare systems, and also the regulatory organizations such as FDA and the EMA in Europe. Usually the sort of final results or decision is made by doctors or professionals. So they ultimately responsible for the whole process, including the sort of maybe recommendation by the algorithm. And so that's very much true still. So accordingly, doctors, healthcare professionals are a bit reluctant to go fully for guidance to these sort of decision-making processes. So it's not so very different from what you do normally with any kind of action and technology in healthcare. You're responsible as a doctor, and accordingly you can be sued. But if it's shown that the technology is shown flaws, or it's directly, you can prove that this is not the fault of the doctor, but the problem within the technology. Of course, there are all kind of procedures for that. So I think it's not so very different from what you do normally without algorithms or decisions. Такого рода дискуссии ведутся сейчас, например, в ИМА, Европейском медицинском агентстве, но все-таки на данный момент, и, судя по всему, позиция Ника состоит в том, что так и должно оставаться, финальное решение остается за доктором. В этом смысле искусственный интеллект просто оказывает ему поддержку, а доктор и отвечает во всех смыслах и несет ответственность за то, какие, например, рекомендации дать пациенту. И в этом отношении кажется, что такая ситуация не сильно отличается от применения любых других технологий в медицине, потому что доктора же сейчас уже используют всевозможные технологии, и финальное решение, финальную ответственность все равно несет профессионал, да, то есть человек. Но, тем не менее, если в случае каких-то проблем доказано, что это была ошибка технологии, ну, здесь уже мой комментарий, да, например, там,
МРТ неправильно сработал, да, то есть для этого соответствующие процедуры. И в этом смысле все, что связано с искусственным интеллектом, кажется, не является таким уж отличным от уже имеющейся здесь ситуации. So, Ник, для решения проблемы координации и логистики зарекомендовали себя методы агентного моделирования в промышленности и машиностроении. Есть ли успешные кейсы такого агентного моделирования в медицине? Я так правильно понимаю, что о мультиагентных системах речь идет? So the question is, Nick, there are good cases of implementation of multi-agent systems which can solve the problem of logistics and coordination, mostly in industry and I have forgotten the name, машиностроение, in other parts of the industry. But do you think there are some similar successful cases of multi-agent solutions in healthcare? Yeah, interesting and good question. Well, хороший и полезный вопрос. It shows that so other sectors, you see that optimization, digitalization is very successful. Healthcare is different as a sector because the sort of operational process in which the agents should function in the physical world is the doctors, the fragmentation of organizations, the sort of interest involved, financial interest, also the way how people don't communicate with each other makes the effectiveness with agents in healthcare very different from other sectors. So it's a human thing in healthcare. The human problem interaction is a huge problem where other sectors align their businesses and interaction with stakeholders accordingly. You see this not so much in healthcare because it's a different sector with different interest. Мы уже отмечали, что есть очень успешные кейсы диджитализации в других индустриях, но, к сожалению, в здравоохранении это не всегда так и не всегда применимо, потому что операционные процессы здесь очень сложны, и в частности в силу того, что возникает взаимодействие большого количества игроков, организаций, которые могут быть фрагментированы, отдельных докторов, финальные интересы отдельных лиц и коммуникации или отсутствие коммуникации между людьми. Поэтому в системе здравоохранения здесь как нигде в вопросах взаимодействия важен именно человеческий фактор. Поэтому все-таки здесь напрямую практика некоторых других индустрий, где человеческий фактор именно в коммуникациях менее значим, не всегда может быть напрямую перенесена. На кого будет ложиться юридическая ответственность, на разработчика, на компанию, которая запустила решение для использования, или на медицинское учреждение, которое выбрало именно данное решение? So, Nick, it's somehow a continuation of the previous question about responsibility. If something goes wrong with the solution, what would be, who would have the burden of legal responsibility? Is it the developer, the company who was making, let's say, procurement and have selected this solution for promotion, or the specific medical clinic who has selected the corresponding solution to be used? Well, I think in general it's very much dependent on the type of contract between the different actors, the developer, the company, or the healthcare organization. So it's probably a bit contract bound, but in most healthcare systems. So if you really are responsible for really mistakes and risk, then ultimately you can also be prosecuted for that, despite a contract. So the sort of so therefore are the procedures for safety and effectiveness of the solution, whether it's a pharmaceutical product, or it's a medtech device, or it's an algorithm. The sort of test for safety and effectiveness is the procedure is quite strict in the FDA in Europe.
and I suppose also in Russia. So, это зависит... sorry. Please proceed. Yeah, no, go ahead. Yeah. Это зависит от конкретного контракта, и это решается на основе такого case-by-case basis, но в целом, конечно, во многих системах здравоохранения ответственность ложится на разных игроков, в том числе и на разработчиков, и в этой связи все решения в области здравоохранения, будь то фармацевтический продукт, цифровое решение или алгоритм, должны проходить проверку на чувствительность и специфичность и соответствующее лицензирование. Yeah. There are almost 30 more questions, so... Well, we can continue discussion anyway online or in a sort of community. Yeah. I think that would make sense. Some people are asking about the links and the countries, but I guess there were some in their report, so they can then see the recording and select them. Yeah. Ссылки и страны были обозначены, по крайней мере, частично в презентации. Если можно, мы не будем на этом останавливаться. Дальше. Scientists of the Massachusetts Institute of Technology laboratory have developed an artificial intelligence-based algorithm that can identify a person with COVID by cough in accordance to the BBC. During testing, the algorithm was able to identify people with a positive test result with an accuracy of 98.5%, and in the case of asymptomatic patients, the figure was 100. I don't know how it happened. To get this result, scientists collected about 17,000 audio samples of coughs, and 2,500 are from people with coronavirus. Could you please comment? Для тех, кто не говорит по-английски, один из участников спрашивает прямо на английском, что MIT разработал алгоритм идентификации людей с ковидом по кашлю на основании 70 тысяч записей, и этот алгоритм показал очень высокую точность, и просит прокомментировать Ника, что он думает про этот кейс. What do you think about this case, Nick? Well, I think it's quite interesting, and probably also they performed proper procedures to test the validity and reliability of the algorithm. I think what's also important is this, well, whether how much is it generalizable to other population, so maybe different groups. The cough of a Asian person might be different from maybe US person, or a child can be different than adults, or women and men, or so they're usually also looking at these sort of news media and solutions. It's also the question how much it extends to a broader population, and also keep in mind that it might not reflect the process after the sort of diagnosis. So the diagnosis of COVID based on COVID might work differently in the whole process of further diagnosis and treatment of this patient. So it's nice if it's helpful to improve diagnosing of COVID. But yeah, always we should carefully think about the broader application in the process. Это хороший и интересный кейс. Похоже, что здесь большая выборка, и это как раз связано с вопросом чувствительности и специфичности. При этом важно учитывать, какая именно была популяция, потому что понятно, что, например, кашель детей отличается от кашля взрослых, или кашель женщин от кашля мужчин. Может еще здесь влиять национальности, другие коморбидности, другие аспекты, поэтому здесь всегда надо понимать, насколько этот кейс экстраполируется на популяцию в целом, и также, что происходит после диагностики, первичной диагностики ковида, следующие процессы углубленной диагностики и терапии. Но в целом это интересный кейс, на который, конечно, можно обратить внимание. Также был вопрос про законы и права пациентов. Ник этого коснулся в своем выступлении. Я так понимаю, что вопрос был задан несколько раньше, чем он к этому пришел, поэтому я это пропущу, с вашего позволения. Также здесь некоторые есть комментарии коллег про свои, например, проекты. Я не буду их тоже зачитывать, но я прошу всех участников почитать чат. Он интересный не только с точки зрения вопросов, но вот, например, тут некоторые пишут из команд Архипелага 2035 про свои решения.
Про запись мы поговорим позже. So the next question about financial issue. In financial sphere, the hype with IT systems gave life to regulation about open APIs and open data. Are there some similar initiatives for interaction between systems and organizations in healthcare? Вопрос про доступ к открытым данным по аналогии с финансовой сферой. I think in general, there's sort of with the big IT systems, EMR systems available in healthcare, and you see that some of them are opening up their platform for other solutions. Though I think with integration with other larger platforms, EMR platforms, or is still not yet so much a reality. And so I think it's good that they're opening up the platforms, but the platform should also be interoperable with each other. So I think it's better to work on a sort of common standard and interoperability which applies to APIs, to other platforms and other data sources. So this standardization is really an important thing, also to limit the sort of interest from these single companies in the market or in the healthcare system. Это очень важная инициатива, и открытые данные действительно могут принести пользу, но также следует говорить об интероперабельности систем и о том, как системы с различными API, даже в том числе основанные на открытых данных, могут взаимодействовать между собой. И здесь необходимо введение стандартов, с одной стороны, с точки зрения того, чтобы ограничивать, возможно, где-то интерес отдельной частной компании, и с другой стороны, чтобы повышать, конечно же, эффективность системы в целом. There also, should you go already, Nick? Or? Yeah, I have my next call, but I should say a few last words, and it was really a great pleasure and honor to be at this forum. And thank you so much, Irina, for your support and translation. I think if we really want to collaborate and build in Russia a solution for healthcare, I think definitely you all can contribute. With Russia, have wonderful engineers, programmers, high IT skills and opportunities. But it won't work if we do not change the physical healthcare system in Russia. So there is a huge challenge because it's highly fragmented. I value my colleagues, they are really good doctors, but collaboration is really an issue among each other, with hospitals and primary care and social care. So this is something where we need to do something in Russia to make the healthcare system better, and then we can help. So we have to start in cities like Tomsk, Novosibirsk, Leningrad, Moscow, other areas, build these ecosystems together. And I miss Russia a lot. It has been almost a year ago I was last in Russia, and I would love to do this together with you, and I hope to see you soon. Thank you so much. Thank you so much, Nick. May I tell the audience if they can find you somewhere, maybe in Facebook or somewhere else, because there were so many questions and so many comments of people who are admiring your lecture, so maybe what do you think? Okay. Спасибо большое. Thank you so much, Nick. I will translate when you leave what you just told, just to spend your time. So thank you so much. The audience is really large, and even more people will watch this in YouTube. So everybody is telling a lot of thanks to you in the comments. Everybody is in delight. So thank you so much again. It was really, really useful and insightful. До свидания. До свидания. Спасибо. Bye-bye. Коллеги, к сожалению, Ник должен был нас покинуть. Он и так задержался больше, чем на час с лишним. У нас предполагалась вторая небольшая часть про
искусственный интеллект и технологии анализа естественного языка, но я думаю, что не имеет смысла ее начинать, потому что нам осталось меньше полчаса. В конце Ник всем передал большую благодарность. Вы можете найти его, например, на Фейсбуке по имени Ник Вальдемонт и пообщаться с ним дальше, если ему интересно. Он всегда очень открыт для общения. Он поблагодарил всех за такой интерес и за активное участие вот в этой проблематике, в этой экосистеме. И опять же повторил, что он очень ценит своих коллег из системы здравоохранения, докторов. Он, кстати, тоже бывший практикующий доктор, но при этом снова подчеркнул вот эту фрагментированность, которая, к сожалению, существует вот благодаря таким существующим практикам в системе здравоохранения, и снова подчеркнул важность создания экосистемы, в том числе между различными городами. Я думаю, что вы смогли все узнать названия нескольких российских городов, включая Ленинград. Он сам в том числе часто бывает в России и сказал, что он скучает, поскольку вот уже больше года из-за текущей ситуации не мог сюда попасть. Передавал еще раз всем большое спасибо и пожелание большого успеха в нашем общем таком деле создания такого единого экосистемного подхода к трансформации системы здравоохранения в России. У меня есть следующее предложение. Мы можем сейчас с вами или разойтись, потому что новую тему, наверное, не имеет смысла поднимать, или я думаю, что мы можем пройтись по оставшимся вопросам. Конечно, Ника с нами нет, к сожалению, но, возможно, кто-то из других участников или, например, мы, как ведущие, можем ответить на эти вопросы. Согласны с таким предложением? У нас осталось 25 минут до официального окончания мероприятия. Можем по этому поводу пообщаться. Ну, либо дальше. По поводу английского языка, я прошу прощения, да, к сожалению, Ник смог предоставить презентацию только на английском, но я думаю, что у вас будет возможность посмотреть в записи, и в этом случае, может быть, дополнительно разобраться в каких-то слайдах. Вопрос, можно ли в другом вебинаре разобрать вторую часть, я тогда сразу тоже про это скажу. Смотрите, это мероприятие, которое мы здесь проводим, оно является таким предварительным затравочным мероприятием перед проектом «Архипелаг-2035», про который многие из вас наверняка знают. И, в частности, не сочтите за рекламу, но поскольку возник такой вопрос, там будет много полезных треков. Будет трек от нашей компании Semantic Hub и наших партнеров. Будет 2 трека в параллель. Они будут идти 10, 11 и 12 ноября. Будет идти 2 трека в параллель от нашей компании и наших партнеров. Первый трек будет сфокусирован больше на биоинформатике. Там будет такой хакатон, лаборатория и мастер-класс от компании GenExplain в области геномного анализа. Это немецкая компания, которая произошла из Новосибирска родом, то есть такие российские корни у нее. Сейчас уже международная компания. Также там будет выступление от Института Вайцмана из Израиля в области коронавируса и геномного анализа в коронавирусе. Это второе. И, возможно, еще в этом треке будет 3-е занятие. И второй трек, такой подтрек нашего трека, тоже следите, пожалуйста, на сайте проекта «Архипелаг-2035». Я надеюсь, там или уже появилась, или появится скоро детальная информация. Это трек про инженерию знаний и анализ естественного языка в медицине. И первое занятие с 9 утра по московскому времени до часу, это будет хакатон, и потом 2 часа мастер-класс будет как раз от нашей компании. И вот мы с Владимиром Федоровичем Хорошевским, нашим директором по науке, его проведем. И он будет ровно связан, вот тут пишут про вторую часть как раз, да, это NLP, Natural Language Processing и обработка естественного языка в медицине и искусственный интеллект в медицине. Хакатон будет посвящен сложным аспектам анализа таких пациентского языка, например, с учетом того, как на форумах люди пишут о развитии своего состояния во времени. Это скорее для, может быть, разработчиков, для тех, кто владеет определенными технологиями уже NLP сейчас. NLP, повторюсь, это не нейролингвистическое программирование, а Natural Language Processing. Поэтому, наверное, это больше будет интересно для тех, кто занимается прикладными решениями. А вторая часть мастер-класса, насколько я помню, она будет
с часу до 3 по Москве, но, повторюсь, следите, пожалуйста, за сайтом Архипелаг 2035, будет посвящен в том числе теоретическим аспектам, ну и некоторые рефлексии по результатам хакатона и теоретическим аспектам в целом. Поэтому все, что мы не успели сказать сегодня, я надеюсь, мы успеем дополнительно осветить там, именно про естественный язык и искусственный интеллект в медицине с точки зрения некоторых прикладных аспектов, и включая российские и некоторые международные кейсы, да, в продолжении того, что говорил Ник. Второе занятие 11 числа будет связано с инженерией знаний, и очень известный в этой области человек, профессор Гаврилова, и Дмитрий Кудрявцев, доцент Высшей школы менеджмента Санкт-Петербурга, проведут занятия на эту тему. Мне кажется, оно подойдет в том числе для более широкого круга людей, не только для инженеров по знаниям. Повторюсь, 11 числа точно так же формат прикладного тренинга и затем мастер-класс и лекция. И 12 числа это будет занятие по чат-ботам в медицине, которое проведет Борис Зингерман от компании «Телепат». Ну и он также представитель инвитро и некоторых других интересных, уважаемых организаций, поэтому я думаю, что его опыт тоже будет здесь интересным. Вот такие 2 трека, пожалуйста, приходите. Спрашивают люди, чем сложность языка пациентов. А вы приходите и увидите. Я бы вам сегодня рассказала, но, боюсь, времени не будет. Там масса интересного. Смотрите, я предлагаю оставшиеся 20 минут все-таки попробовать потратить на дискуссию. И здесь вот был один из интересных вопросов, даже не один, а целая серия вопросов и комментариев по поводу роли некоммерческих организаций во внедрении стандартов для таких систем и интероперабельности. Есть точка зрения, что НКО противопоказаны, есть точка зрения, что НКО, наоборот, здесь могут помочь вместо государства как такового. Со стороны своей, как пользуясь правом модератора, могу рассказать 2 слова о том опыте, который нам известен и в России, и за рубежом. И это опыт, с одной стороны, не связанный непосредственно с медициной, это консорциум В3Ц, такой известный консорциум WWWC, можете посмотреть его, который традиционно внедряет стандарты в области интернет-данных и вообще различного рода данных, в том числе семантических технологий, и они внедряли. У них было большое количество рабочих групп, и это такая даже, можно сказать, всемирная организация, куда в России тоже входят некоторые организации научные и образовательные. И это вот такой пример успешного создания стандартов. Например, в области семантического веба, который так не реализовался в полной мере, но в определенных объемах лег в основу прикладных решений, в том числе в здравоохранении, они сформулировали стандарт 3 языков для хранения данных, описания моделей предметного мира, антологий и запросов к данных РДФ, ОВЛ, SparkQL, и это сейчас эффективно используется уже много лет. То есть вот такие положительные межнациональные кейсы. Это стандарты де-факто. Да, совершенно верно, как комментирует Владимир Федорович, это стандартно не де-юра, но де-факто. И многие разработчики добровольно к ним присоединяются, потому что это выгодно. А другой очень интересный тренд, который сейчас зарождается и непосредственно относится к медицине, это участие пациентских организаций. На эту тему сейчас идет большая дискуссия, в том числе и в России. Вот будет форум пациентоориентированных инноваций 26-28 ноября. Можно к нему присоединиться. Но мы знаем, что в мировой практике, например, пациентские организации все больше участвуют, скажем, в дизайне клинических исследований, да, в том числе даже. И, естественно, это такие более медицинские решения, но они влияют и на стандарты анализа данных. И нам вот со своей стороны, например, вот как Semantic Hub, кажется, что это очень перспективное и правильное направление вовлечения пациентских организаций. Здесь я передам микрофон тому, кто хочет на эту тему высказаться. Если у кого-то есть выступление на 3-5 минут, кто-то знает что-то про практики НКО в этой области, то, пожалуйста, welcome. Представляйтесь и расскажите нам что-нибудь интересное. Нет таких людей? Ладно, продолжим. Есть точка зрения, что, как я уже сказала, здесь пишут профессиональные, в том числе работники системы здравоохранения. Спасибо, что вы к нам присоединились, что НКО противопоказаны и ведут к снижению качества. Да, понятно, что с НКО требуется отдельный такой контроль. Если вы хотите, Наталья Владимировна, если вы хотите как-то, например, прокомментировать дополнительно, может быть, не лучшие практики, а наоборот, известные вам кейсы какие-то негативные, может быть, без имен, просто с общими размышлениями, то будет здорово. Нет? Ладно.
Тогда продолжаем. Ну, про маркировку лекарств здесь была некоторая такая дискуссия, я, наверное, ее упущу, потому что она не совсем по теме нашего сегодняшнего вебинара, но и, кроме того, что тут скажешь, мы, например, тоже сами не эксперты по маркировке, я думаю, что по этому поводу есть очень большая дискуссия, и все желающие могут с ней знакомиться в других источниках. Вот есть высказывание, что разрыв между доступом к системе здравоохранения с учетом его коммерческой составляющей и тех финансов, которые туда инвестируются, пытается снизить программа Obamacare в США. Опять же, если автор комментария хочет что-то прокомментировать, то добро пожаловать. Если нет, то просто все желающие могут почитать про Obamacare и практики, которые эта программа привнесла. Оценка неоднозначная тоже этой программы, но есть у нее свои плюсы, несомненно. Ага. Вопрос про Unified AI System. В России власти правильно я понимаю, что есть точка зрения, что в России явно государство утверждает, что те системы, которые не контролируются государством, не будут внедрены. И в частности данные, которые будут использованы для тренингов, прошу прощения, я уже немножко заговариваюсь, для тренировки системы, настройки системы должны быть на 90% под контролем государства. И кто же за это должен платить? Очевидно, не пациенты. Но это скорее такой тоже комментарий, наверное. Я, наверное, не буду здесь останавливаться. Опять же, если кто-то хочет высказаться на тему контроля государства над данными и системами, добро пожаловать. Наша точка зрения, наверное, состоит в том, как модераторов, что в этом, несомненно, есть свой плюс, потому что все-таки система здравоохранения государственная, но по определению это не может быть 100%, в том числе потому, что есть частные клиники. Я видела, что автор комментария какой-то звук произвел. Если вы хотите прокомментировать, то, пожалуйста. Я не знаю, как вам обратиться, потому что вы под ником. Вас. Нет? Ладно. Так. Коллеги, ну, смотрите, еще раз, тут очень много полезных комментариев, я тогда просто не буду их зачитывать. Я думаю, что все, кто хотел, могут почитать чат. Насколько реально в состоянии мировой эпидемии восстановить работу медицины? Ну, мне кажется, немного Ник про это высказался. К сожалению, со своей стороны детально мы прокомментировать не можем. Не эксперт в этой области. Если кто-то здесь есть эксперт в области оказания медуслуг по страховым полисам, то, пожалуйста, ваше экспертное мнение про состояние медицины после мировой эпидемии. Добро пожаловать. Про персональные данные, с вашего позволения, здесь есть вопрос, я немножко, наверное, скажу, потому что это один из любимых нами вопросов. Данное состояние здоровья – это специальная категория персональных данных, совершенно верно. Может ли эта категория данных быть скомпрометирована технологиями искусственного интеллекта? Что можно сделать для защиты интересов граждан? И не повлекут ли меры защиты граждан проблемы в развитии технологий AI, где искать золотую середину? Это великолепный вопрос, хотя очень сложный, на него, наверное, нет какого-то однозначного ответа. В качестве некоторых источников для размышления я могу вас отослать к следующему. Во-первых, у нас каждый год до пандемии наша компания проводила конференцию по теме «Большие данные в фарме», Big Data in Big Pharma. Вы можете поискать, или я сейчас попробую найти ссылочку на материалы прошлых конференций. И там в 2017 году или 2018, если мне не изменяет память, нет, скорее всего, в 2018, наверное, да, была дискуссия по поводу того, что такое персональные данные. И очень интересная дискуссия, поскольку, да, вот ссылочка, секунду, я ее напишу, извините за задержку. Я ее кинула в чат, вы можете посмотреть записи предыдущих годов,
pharmaai.org. Она на русском, российская конференция. Очень интересная дискуссия была между Иваном Глушковым, это такой очень известный эксперт в области фармацевтики, может быть, вы его знаете, и юристом от Фонда развития интернет-инициатив Александрой Орехович про то, что считать и что не считать персональными данными. Очень познавательно. Тут действительно тонкая грань и серая зона. Это вот первое, что можно посмотреть. И второе, что можно посмотреть, я бы вас, наверное, может быть, тоже отослала к европейскому законодательству GDPR. Мы, например, как люди, которые работают с тяжелыми заболеваниями, в том числе с международными фармкомпаниями, часто с этим сталкиваемся. Там есть норма, которая говорит о том, что если пациенту угрожает его жизни и здоровью, особенно жизни, реальная угроза, то некоторые требования в области данных могут здесь послабляться. Конечно, здесь не говорится о том, что можно направо и налево использовать его персональные данные, но есть определенные, скажем так, менее критичные, менее строгие требования. И я думаю, что вот это, наверное, правильное направление. Золотую середину искать надо, скорее всего, в этой зоне, а именно в понятии соотношения риск-польза. Потому что в некоторых случаях любые данные могут считаться персональными. Я не буду сейчас углубляться в эту дискуссию, но это действительно очень тонкая зона без четкого определения. И поэтому риск-польза – это, наверное, вот такое правильное направление размышлений здесь. Второе – это анонимизация данных. В принципе, многие решения в области здравоохранения и многие положительные эффекты могут быть достигнуты даже на анонимизированных данных. И правильная анонимизация данных – это тоже, с одной стороны, вызов для разработчиков, с другой стороны, то направление, в котором надо идти. Вопрос про Lean-платформу, бережное производство, бережливое производство – это очень хороший вопрос, но, наверное, мы сейчас не успеем его разобрать. Мне кажется, вы можете связаться с ником, вот, как я уже сказала, например, в Фейсбуке, он наверняка по этому поводу даст свои комментарии. Про электронные карты комментарий. Это просто не вопрос, а комментарий. Хороший вопрос про гибридные решения. Кроме решений, основанных на больших данных, используются ли сегодня решения, основанные на знаниях, и гибридные решения? Есть ли решения, которые на основе больших медицинских данных выявляют интерпретируемые закономерности и строят знания? Это шикарный вопрос. Гибридность, во-первых, здесь возможна в различном смысле. Я не знаю, что имел в виду Роман, но если речь идет про человеко-машинные решения, в том числе, это действительно самое такое перспективное, наверное, направление. И в том числе про это говорил Ник сегодня. Что касается решений, основанных на знаниях, это в том числе будет раскрываться вот в наших занятиях на следующей неделе. И, может быть, Владимир Федорович тут дополнительно что-то прокомментирует про решения, основанные на знаниях. Это абсолютно правильный вопрос и правильная постановка задачи. Потому что на самом деле, конечно, если мы говорим об интеллектуальных системах, то речь идет о некоторых формальных семантических моделях и нозологии, и процессов самих принятия решений, и многого другого. Вот именно поэтому система, основанная на знаниях, это такой собирательный образ, который может говорить практически про все полезные интеллектуальные системы. Да, спасибо большое. Еще по поводу Lean-моделей, это вот действительно такой вопрос очень интересный. Я бы вам рекомендовала посмотреть, но, возможно, вы сами это знаете лучше меня. Здесь есть интересные практики, связанные с success fee моделями, когда оплата происходит именно за успех, и это сейчас активно внедряют фармацевтические компании, проводят эксперименты. Например, это немножко другое, но тем не менее такие слегка пересекающиеся области. Например, когда появилась терапия CAR-T, так называемая, в онкологии, поскольку она была очень дорогостоящей, то некоторые международные компании, такие как Novartis и другие, стали экспериментировать именно с success fee моделями, скорее больше в международной практике, чем в России. Можно почитать вот на эту тему в плане новых моделей именно бизнес и финансирования в здравоохранении.
Да, тут еще люди говорят по поводу того, что не было второй части. Я прошу прощения, что мы не успели затронуть вторую часть для тех, кого она была интересна, но просто мы подумали, что ну, такая уникальная возможность поговорить с таким экспертом, как Ник, и решили все-таки продлить эту часть. Приходите к нам, повторюсь. Значит, про ссылки. Архипелаг 2035, да, наберите, посмотрите. Также тем, кто интересуется НЛП в медицине, я могу порекомендовать, опять же, извините, себя. Сегодня же наше занятие. И не только НЛП. У нас был летом курс отдельный про искусственный интеллект в медицине. Я вот кинула вам в чат несколько ссылок на YouTube. Пожалуйста, вы можете их посмотреть. Там было отдельно про анализ электронных карт, отдельно про анализ на применение искусственного интеллекта на ранних этапах развития лекарственных препаратов, про естественный язык в медицине и некоторые другие. Ой, только я их кинула почему-то не всем, простите, пожалуйста. Вот они. Вы можете с ними ознакомиться и по ним найти какую-то интересную, возможно, информацию. Кажется, мы про все поговорили. Есть вопрос, что привело нас к медицинским темам. То, что это очень интересная, сложная и благородная область, наверное, это. И достойная для искусственного интеллекта. Более детально, наверное, не буду рассказывать нашу персональную историю, но мы очень рады, что мы уже несколько лет специализируемся в этой области. Кажется, я все, что смогла, прокомментировала и ответила на все вопросы. Прошу прощения, что я узурпировала микрофон. Владимир Федорович, может быть, у вас какие-то дополнения и комментарии? Ну, тогда, наверное, мы заканчиваем. Могу загадать пару закадок медработникам про язык пациентов напоследок в качестве забавы для тех, кто не слышал наших лекций до этого в других местах. Например, Наталья Владимировна, можете ли вы сказать, что означает фраза «палится ли хоббл флюшкой»? Пациенты так пишут. Можно ли распознать хоббл с помощью флюорографии? И много других забавных примеров, про которые мы поговорим на наших занятиях. Анализ пациентского языка – это действительно такой челлендж, тоже то, что называется. Да и врачебного тоже. И врачебного тоже. Хоббл – это просто, а вот флюшка уже не так. И еще много есть еще более забавных примеров, поверьте.